Привет, привет! Меня зовут Людмила, и с вами Людмила Шпакова в потоке. Наш сегодняшний разбор называется так: кто вы для него и кто он в вашей судьбе. Вот такой интересный разбор у нас сегодня будет, очень психологичный и для многих очень важный. Итак, перед вами три позиции. Загадывайте, пожалуйста, свою, себя с вашим мужчиной. То есть обязательно себя и его. И сигнифицировать я буду ситуацию между вами, да, что между вами происходит. И после этого мы посмотрим, да, кто вы для этого человека в такой сравнительной характеристике, да, а кто он для вас, кто он в вашей судьбе. Вот по сути можно сказать, да, какое значение вы несете в его жизни и какое значение у этого человека в вашей собственной жизни. Для чего он вам, собственно говоря, дался высшими силами. Итак, двоечки, троечки идут у нас в ожидании. Начинаем с единичек. Закончилось какое-то наслаждение, говорят нам. Что между вами? Тут какая-то запутанная ситуация, где есть несколько мужчин. Несколько мужчин. То есть, возможно, вы замужняя дама, да, и мы сейчас смотрим на вашего возлюбленного нового, да, кубкового короля. Или же у вас два мужчины на выбор. Один пентаклевый король, такой серьезный, зарабатывающий, который может предложить вам денежки, оплату каких-то ваших хотелок, да, а другой кубковый, который про эмоции, про любовь, про разговоры, про какую-то тактильность. Вот, значит, но мы сейчас смотрим как раз на кубкового короля. Итак, двое мужчин, одна женщина, может быть, здесь и четырехугольник присутствует, да, но говорят нам конкретно о двоих мужчинах. Значит, у вас с вашим молодым человеком, с вашим мужчиной очень сильное притяжение друг к другу по дьяволу, да, неимоверное притяжение. И были какие-то отношения, которые можно было назвать наслаждением друг другом, да. И это могли быть как сексуальные отношения, но очень многих они не стали близкими, да, то есть отношения были именно в плане пообщаться друг с другом, ну, может быть, встретиться, пообниматься, за ручки подержаться, да. И вот это общение, оно было просто нереальным каким-то. То есть вам друг с другом было очень-очень хорошо, очень тепло. Вы вот прям слышали друг друга, понимали и вот какой-то кайф испытывали. Почему говорю были, да? Потому что все карты у нас уходят в прошлое, говорят о том, что сейчас, на данный момент, да, или вы совершенно не общаетесь с этим человеком, или общение ваше очень травматично для вас обоих. То есть вы общаетесь, может быть, там по работе, по делам каким-то, но это уже такое сдержанное общение, холодное, когда вы друг друга не слышите и не понимаете. И поэтому карты показывают, что с этим человеком были моменты понимания, наслаждения друг другом, какого-то вот такого чувствования, да, как будто бы вы встретили родственную душу. Но сейчас все сошло на нет. Вы поняли, что этот мужчина очень инфантильно себя ведет, что порой в нем прорывается какой-то такой бунтующий подросток, да, который от вас что-то требует. И вы для себя сделали вывод, что вы уже переросли подобные вещи, переросли такие отношения. И, скорее всего, выбрали вот этого пентаклевого мужчину. Или вы вернулись к мужу,
да, или вы, может быть, и не уходили, да, может быть, это такой шапошный знакомый у вас, вот, значит, просто приняли решение больше с ним не общаться. Или из двоих мужчин вы конкретно сделали выбор в пользу Пентаклева, да. Пусть он будет немножко более скучным, пусть он будет не таким эмоциональным и не так меня к нему влечет, но тем не менее это стабильность, это какое-то понятное настоящее будущее, да, я выбираю его. Вот, и на сегодняшний момент вот этот кубковый товарищ, которого мы рассматриваем, наблюдает за вами, но или он совершенно молчит, вообще молчит, пытаясь вас достать через ментальный канал, да, то есть вы о нем очень много думаете. Или этот человек периодически с вами общается, но очень-очень холодно. Хорошо. Ну, давайте смотреть главное. Кто вы для него и кто он в вашей судьбе. Кто вы для него? Интересно. Женщина, которая отомстила ему за всех, значит, кого он обидел в своей жизни. Как-то так. Как-то так. Ну, первое. Вы для него судьба. Когда он встретил вас, он понял, что до вас он был одинок. То есть действительно и вы для этого человека, и он для вас являетесь очень-очень близкими душами. Мы сейчас не будем говорить слово родственные души, да, но очень близкими душами, которые друг друга слышат, которые друг друга очень хорошо понимают. Вот. И, конечно же, он вас воспринимает как какой-то такой, знаете, выход из состояния одиночества. Наконец-то я встретил свою половинку. Вы для него его половинка. Но он говорит о том, что какая-то любовь мечты, вот любовь, о которой он всегда мечтал, о которой он всегда хотел, а для него любовь – это дружба, прежде всего. Дружба и как будто бы, знаете, жизнь на одной волне, понимание друг друга. Вот эта любовь между вами невозможна. Он говорит о том, что мы с ней оба, понимая важность друг друга, бежим друг от друга. Нам хочется убежать. Как только мы осознаем глубину того, что между нами происходит, сразу хочется убежать. И мы оба убегаем. И она убегает от меня, и я убегаю от нее. Дальше. Кто вы еще для него? Вы женщина, через которую он понял свои ошибки. Женщина в аркане справедливости. То есть вы пришли в его жизнь, и он вдруг осознал, скольких женщин он обидел, скольких оскорбил, кому сделал больно. То есть он вообще в принципе начал понимать через вас, что такое, когда ты сделал больно, да, и что переживает этот человек. Почему? Потому что вы ему делали больно. Или вот сейчас, да, тем, что вы не общаетесь, сделали больно. Или вообще, в принципе, в процессе вашего общения вы ему периодически делали больно. И он говорит, она пришла меня покарать. Это наказание небес, да, то есть она пришла меня покарать за все то, что я делал, значит, с другими девчонками. Вот так. Есть ли здесь любовь? Да, это очень глубинное чувство, которое человека, вот этого конкретного человека, знаете, как будто бы раскраивает изнутри.
Вы знаете, как будто бы разрезает и достает из него какие-то потайные уголочки его души, сокровища его души. И это чувство, оно очень сильно его трогает, но он его безумно боится. И вот сейчас происходит момент осознавания этого чувства внутри себя. Понятно. Ну и кубковая королева на дне колоды говорит о том, что вы его, безусловно, любимая женщина. Много препятствий между вами, отсутствие общения и вообще какая-то неспособность друг другу сказать то, что нужно. Может быть, он не может, да, потому что вы, допустим, замужем, и он, ну, я не могу ей сказать о своей любви, да, о своих истинных чувствах. Здесь вот много-много невозможностей, но значимость ваша безусловная. Хорошо. Кто он в вашей судьбе? Вы решили закрыть с ним отношения, потому что бывший любимый, да, то есть кубковая королева у него в прямом положении, вы для него существуете в настоящем времени, в его сердце, да, а он для вас бывший любимый. Так какую же роль в вашей судьбе он нес? Нифига себе он вам тут понатворил. Слушайте, а он такой вот как бы в розовых очках, я бы сказала, находится. Он считает, что все с его стороны нормально, а с вашей стороны как-то другое восприятие совсем. Значит, смотрите, кто он в вашей судьбе? Туз кубков, перевернутый король кубков. Это бывший любимый, с которым сами по себе отношения не сложились, но это человек, который наполнил вас любовью заново. Как будто бы вы долгое время внутри чувствовали пустоту. Да, были таким пустым сосудом, пустым кубком, который ходил, жил автоматически. И пришел вот этот мужчина, и через свои действия, через вообще отношения с ним, да, какие бы они ни были, какими бы они ни были, он вас наполнил. Но этот человек, помимо того, что он наполняющая жидкость, я бы сказала, да, то есть человек, который наполнил вас чувством, наполнил вас любовью. Этот человек еще и тот, кто вас убил, понимаете? То есть он вообще про это молчит, он как бы не в курсе дела, понимаете, сколько он вам здесь причинил боли. Это человек, который причинил вам очень много боли. Человек, который стал для вас таким кармическим, очень мощным уроком, который, надо признать, вы прошли. То есть этот человек явился для вас ключиком к прохождению кармического урока. И вышли вы в состояние, когда вы поняли, кто вы и как вам зарабатывать, что интересно, да, как бы где любовь, где деньги. Но тем не менее, здесь, знаете, как будто бы переживая эти отношения, скорее всего, переживая боль, неприятие его, мужчины, игнорирование вас, холод, да, какие-то качельки эмоциональные. Вы вот это вот все переживали то наверх, то вниз, то наверх, то вниз. Да? Вы пришли к очень серьезным осознаниям о себе самой, и у вас пошло некое раскрытие ваших способностей. Здесь могут быть разные способности, да, у нас не выпало экстрасенсорных карт каких-то, разные способности. Может быть, вы поняли, что вы великолепный учитель, может быть, что вы художник, а может быть, что вы ведьма, а может быть, еще что-то вы для себя поняли. И вы почему-то решились то ли изменить свою жизнь, то ли профессию, да, то ли начать вот какой-то новый этап в своей жизни. Потому что вы вышли в состояние финансовой стабильности. Не какого-то уже благополучия финансового, да, а именно какой-то стабильности. Через эти переживания вы обнаружили в себе некие способности, таланты и человека другого,
в себе вы обнаружили, да, способного зарабатывать. И здесь показывается, что этот мужчина, да, по сути, вытащил из вас достигатора, он из вас вытащил жезлового короля. То есть вы, возможно, были зависимы от мужа финансово, да, или вообще не знали, кто вы, что вы работали, где придется, да, за какую-то маленькую совсем копеечку. Через общение, через отношения с этим человеком вы вдруг почувствовали в себе невероятную силу достигать что-то, идти к каким-то целям. Кто такой жезловый король, да? Вы почувствовали в себе харизму, способность привлекать человеческие массы, да, то есть, может быть, вы где-то вещаете с какого-то канала или телеканала, вот, значит, вы обрели внутреннюю силу и желание достигать. И это дает вам возможность на сегодня зарабатывать денежку, да, и зарабатывать ее все больше и больше. Вот такая значимость у этого человека. Вот понимаете, мы все время ищем какую-то любовную значимость, да, а тут, оказывается, человек вас немножечко переключил на истинную себя, убрал, может быть, какие-то блоки, неуверенность в себе, и вы теперь благодаря нему поперли. А вы для него истинная любовь, а он для вас переключатель. И получается, что вы для него важнее, чем он для вас. Благодарю вас, мои дорогие. Двигаемся дальше. Что между вами? Угу. Какое-то эмоциональное обнищание. Ну-ка, давайте посмотрим. Угу. Ясно. Угу. Итак, вы знакомы давно с этим мужчиной, много карт времени присутствует, прошлого. Вы знакомы давно, мужчина у нас женат, настоящий император, есть у него семья, дети, жена, мамы, родители. То есть целая семья, в которой он, как он считает, он несчастлив. Вот. Значит, и он со своей женой ведет хозяйство, воспитывает детей, он ее обеспечивает, но, как он говорит, да, опять же, как он говорит, она его эмоционально не наполняет. То есть это женщина, которая держит дом, держит семью, но не держит в руках его сердце. Вот так. Ну и с жезлом тоже он к ней вроде как не приходит. Вот, значит, здесь мужчина, у которого есть все, кроме любви, все, кроме эмоций, и есть вы. Какая-то женщина из прошлого, которую он не забыл, которой он прикипел душой еще тогда, в прошлом, да, и на протяжении долгого времени он думал о вас. Я бы так сказала. Он о вас думал, он за вами наблюдал, и, скорее всего, в вашей жизни он появился. Когда он появился, вы подумали о том, ну, во-первых, зачем он появился, да, этот товарищ. Потом вы подумали, возможно, ну, а почему бы и нет, да? А может быть, это какой-то шанс на новый виток отношений, на новую любовь в моей жизни. Но мужчина показал себя, конечно, с не очень хорошей стороны. Здесь в основном его карты, которые говорят о том, что он очень жесткий, он очень такой, знаете, не приемлет чужого мнения. У него какое-то очень высокомерное отношение к женщине. И он считает, что говорить должен он, решать должен он, мнение есть у него, а женщина, она должна подстраиваться, бегать вокруг него, ну и, собственно, выполнять какую-то такую удобную ему роль, вот, функцию.
Короче говоря, здесь мужчина всячески проявлял себя как настоящий нарцисс, барин, такой господин. И я думаю, что вы здесь решили уйти из этих отношений. То есть начиналось все за здравие, да, вам казалось, что вот он принц на белом коне прискакал, ну ничего, что женат, да, он же там несчастлив, надо его выслушать, надо его понять, старые грабли не ржавеют и так далее. Вот, значит, но потом мужчина, проявив себя, показал вам, да, что или ничего не изменилось из прошлого, или он наоборот очень сильно изменился, и из романтичного героя вырос вот в такого вот заскорузлого императора, назовем его так. Сейчас, в данный момент, идет очень сильное притяжение между вами. Здесь вообще идет ощущение такое, что вы много раз уже ругались и снова сходились с ним. При том, что когда вы ругаетесь, он даже не понимает, почему вы обиделись. То есть он говорит что-то такое, что вас очень сильно задевает. Вы обижаетесь, а он такой типа, блин, а что она обиделась, что за проблема-то вообще, понимаете? Вот, значит, на сегодня он за вами наблюдает, как нам говорят, и блокирующая карта говорит о том, что, возможно, вы его заблокировали. Может быть, и он вас заблокировал. Здесь общения нет. Хорошо. Кто вы для этого мужчины? Иерофант, жрица и император, и все про вас. Слушайте, ну, как бы вообще просто очень мощно. Он вас любит. Просто до какого-то безумия. Вот как бы он себя не вел, вот повел он себя, судя по картам, просто как последнее дерьмо в проруби. Но то, что этот человек вас любит, это бесспорно. Вы у него на первом месте. Кто вы для него? Вы для него пример, как надо жить. Вы для него какой-то идол, понимаете? Причем такой живой идол и живой пример. Здесь человек хотел бы быть как вы. Он, понимаете, даже не в том дело, что хотел бы быть с вами. Он хотел бы сам быть как вы. Он хотел бы сам так воспринимать реальность, так ее чувствовать, так жить, как вы, так уметь разговаривать, понимаете? То есть он хотел бы быть вами. Вот так. Значит, но помимо вот этого глубокого осознания, да, кто вы для него? Вы для него, во-первых, ведьма, белая ведьма. Вы для него вот прям белый ангел-хранитель. Ангел-хранитель с роскошными белоснежными крыльями. Вы для него женщина с очень сильными установками, принципами, какими-то семейными принципами. Вот знаете, вы правильная. Вы правильная, вы незыблемая. Вот у вас, вы знаете, как мы с вами уверены всегда, да, что солнце каждое утро взойдет на горизонте. Вот так же и он уверен в том, что вы никогда не измените себе. Здесь человек перед вами преклоняется. Вы для него как богиня, реально как богиня, понимаете? Такая живая богиня в человеческом обличье. Очень много уважения к вам. Какое-то такое, знаете, трепет, восхищение вашей персоной. Есть, конечно, и сексуальное притяжение, но оно немножечко такое на задворках находится, да, в таблице значимости, я бы сказала. Первостепенно вы для него учитель, вы для него пример, вы для него человек с величайшими способностями, с прекрасным умом, которому он хотел бы подражать, на которого он хотел бы быть похожим.
Здесь просто сумасшедшее какое-то отношение, нереальное. Вот. Также у вас очень много мужских черт, вы очень упрямы и очень жесткая. И этот мужчина говорит о том, что он вас довел до некого такого состояния, когда вы рубанули, выйдя в эти мужские энергии. И он говорит, что зря, типа, я это сделал. То есть она со мной поступила справедливо. Она меня здесь зарезала мою любовь кубковую, потому что я был неправ, потому что я много разговаривал, да, я сказал не те вещи, которые ей хотелось бы слышать. Значит, ваша значимость в жизни этого человека, она безусловно, безусловно. Это огромное преклонение, это огромное уважение, это вот все регалии положительные, которые есть, человек на вас повесил, да, как медали, я бы так сказала. Вот. Значит, он уместно ли будет слово любовь, да, потому что здесь, знаете, как интересно, как будто бы первоначально, когда он проявился вновь, он чувствовал кубковую любовь и чувствовал, что вы его тоже любите, он на это надеялся. То есть двоечка кубков, король кубков, да, здесь и есть любовные карты, которые говорят о его такой вот, о его романтическом настрое в вашу сторону. Но потом вдруг этот человек осознал, что вы больше, чем он о вас думал. Вот прям не просто больше, а вот прям больше, больше, больше. И вы такая вся огромная и такая значимая. И, видимо, он стал вам завидовать. Вот у меня такое ощущение, почему он повел себя плохо, да? Он почувствовал, что вы сильнее, что вы мощнее, круче. И почувствовал какую-то свою ничтожность. А он привык сам быть всегда на коне. Он привык, что люди вокруг него там бегают, преклоняются, присмыкаются и так далее. И поэтому он, ну, вылезла какая-то темная часть его личности, да, и он попытался вас уничтожить, изничтожить, унизить как-то, сделать вам больно, увидеть вот эту, знаете, слезу в ваших глазах. Но вот это его поведение, да, оно не продиктовано не любовью. Здесь есть любовь, преклонение, уважение, огромное какое-то чувство чего-то нереального к вам. Просто он из зависти, из злости на самого себя решил вас обидеть. Он вас и обидел. Дурачок, чок-чок. Что тут скажешь? Туз кубков, туз жезлов, безусловная карта любви. Они перевернуты. Почему они перевернуты? Потому что он говорит: я все испортил. Я все испортил. Я дурак. Я все испортил. По справедливости через императора она меня отхерачила не по-детски. Случилась башня. Ну, я получил по заслугам, ребята, говорит он. Как-то так, девочки. Круто. Кто он в вашей жизни? Слушайте, девчонки, у меня такое ощущение, что первая позиция посетила вторую, перешла во вторую, да? Мужчина любит, женщина говорит, блокирующая карта. Кто он в вашей жизни? Да никто. Заблокировала я его, да? Пошел в одно место в известном направлении. Ну, понятно, он там повыделывался-то неплохо, судя по всему. Вы общаться не хотите, вы говорите о том, что конец, все, кто он в моей жизни, кто бы он ни был, мне на него плевать с высокой колокольни. Тем не менее, иерофант и жрица у нас повторяются во второй колоде. Обратите внимание, вы друг для друга, девочки, керамические партнеры нереальной силы и нереальной, конечно, здесь мощности. Кто этот человек в вашей судьбе? Человек, который вас любит. Человек, который вас будет любить. Причем, вы знаете, вот как-то это все односторонне ведь. Он-то думает, что у вас взаимные отношения, а с вашей стороны такой любви нет.
Вы какая-то такая, знаете, очень рациональная, очень спокойная. Вы требуете к себе серьезного, уважительного, очень такого целостного отношения. Это правильно. Никогда не понижайте свои рамочки, свои планочки, вернее. Значит, кто он в вашей судьбе? Человек, который вас любит. Человек, который, наверное, будет любить вас всегда. Но человек, который постоянно борется с вами из-за вашей крутости. Чем вы круче, тем ему больнее, тем ему хочется сильнее ударить. И перевернутый иерофант у него на вас, перевернутый иерофант у вас на него. Жрица перевернутая у него на вас, ваша полноценная жрица на него. Ну, о чем здесь можно говорить? Здесь какое-то нереальное хитросплетение судеб. Скорее всего, не в первой жизни вы встречаетесь с этим человеком. И здесь очень высокая значимость, как ваша для него, так и его для вас. Вы сейчас закрылись, вы сейчас поставили точки, вы больше ничего не хотите. Он сделал вам больно, он вас обидел, унизил, и вы не готовы больше это терпеть. Но этот человек любит вас гораздо сильнее, чем вы его. И он готов быть мягким, податливым, каким вот только вам нужно для того, чтобы быть с вами. Его значимость – это прохождение каких-то уроков, каких-то таких вот, я не знаю, событий, да, любовного порядка, которые связаны с магией, с экстрасенсорикой и любовью. Я бы сказала, знаете что? Он чудо в вашей жизни, а вы чудо в его жизни. Чудо. Вы с этим человеком встретились не случайно. Вам обязательно нужно испытывать эти серьезные, глубокие эмоции, положительные, отрицательные, для того, чтобы понять, в чем же задача этой встречи. Она мистическая, она магическая задача. И здесь очень важно вам выйти в жрицу, ему выйти в иерофанта. То есть ему стать справедливым, светлым человеком, у которого открыт внутренний ментор, внутренний учитель, а вам стать настоящей прекрасной ведьмой, от одного слова которой меняется реальность. Вот так. Вот так вот красиво я вам здесь завернула ваши задачи. Но еще красивее нам их показали карты. Благодарю вас, мои дорогие двоечки. Двигаемся дальше. Троечки, троечки. Что между вами? Конфликт. Конфликт. Угу. Все три позиции у нас сегодня в разрывах. В разрывах, в молчанке, вне сознанки. Итак, это связь по дьяволу, связь, которая по пятерочке пентаклей не имеет возможности на реализацию. Ну, это значит, что кто-то не свободен здесь или есть какие-то ограничения общественного порядка, да, например, он мусульманин, вы православная, живете в разных странах, то есть какие-то есть серьезные препятствия, причем со стороны мужчины. Вот, значит, между вами вообще, скорее всего, присутствует расстояние. Если здесь кто-то и встречается, то все равно видитесь вы редко, а общение происходит в основном по переписке. Потому что здесь везде расстояние, расстояние, расстояние мысли и вот какое-то, знаете, такое
между вами. Но вы думаете о том, что этот человек вам не зря встретился, что это какой-то кармический партнер, именно потому, что вы постоянно думаете о нем. Вы о нем думаете, возможно, идете на какие-то компромиссы в общении, да, а человек начинает это все использовать все равно и все равно доводит вас до башни. Да. Здесь от мужчины идут постоянные провокации вас, и у вас все время болит голова, вы все время расстраиваетесь, плачете, возможно, от этого человека. Хотя первоначально начиналось все за здравие, как говорится, да, мужчина шел к вам, он стремился вас завоевывать очень мягко, очень нежно, как-то так, знаете, обволакивающе, и вам казалось, что это какая-то новая страничка вашей жизни. Он искал к вам ключики, этот человек, подбирал эти ключики, а вам очень нравилось это состояние. Здесь было четкое понятие, что это ваша судьба, но это ваше представление об этих отношениях. То есть здесь у нас идет колесо фортуны, кармическая карта, да, мир, луна, вся эта история, да, башня, опять же, кармическая карта, вся эта история говорит о том, что встреча действительно не случайна, но это ваши мысли. Как будто бы вы себе додумали, что этот человек очень значим для вас. То есть это не так. Понимаете, есть история того, что действительно люди встречаются что-то проработать, да, по карме, а есть история того, что мы думаем, раз нам нравится человек, да, что о, все, это мой кармический партнер. Но здесь как бы не про это. Он подбирал ключики, он как-то правильно себя вел, шел к вам, этот человек, и вы подумали, что это ваша судьба. Потом вы увидели, что это абсолютнейший лентяй, инфантил, который ничего не хочет делать, и который не хочет никуда вообще выходить, ни в какие новые отношения, да, ни на какой новый уровень не хочет он. Что он ищет то ли легкодоступных женщин, то ли богатых женщин, к которым он может так прилепиться и, знаете, как рыбка прилипала, прекрасно себе существовать. У вас какое-то разочарование возникло, и из-за этого вы или начали ругаться, или вот конкретно поругались, потому что здесь у нас и конфликтная ситуация, и башня, да, как ситуация уже разрыва в процессе этого конфликта. Все это уже произошло. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, кто вы в жизни этого человека. Так, кто вы в жизни этого человека? Женщина, которую он хотел обмануть при помощи дьявола, при помощи своей сексуальной привлекательности и иллюзии любви. Ну, как-то так. Женщина для обмана, императрица для обмана. Он видел вас очень ресурсной женщиной, которая потеряла смысл своей жизни. Он видел, что вам не хватает эмоций, что вы забыли о своей сексуальности. Давным-давно уже никто не говорил вам комплиментов, возможно, да, и он решил использовать вот это вот все, потому что он говорит, что вы сидели, скучали, да, были разочарованы жизнью, видели только темные стороны, а он подсветил вам вас саму через дьявола, ну, здесь 7 мечей и дьявол, понимаете, это обман. Это очень такой жесткий эмоциональный обман. Здесь человек проник вам под кожу, да, по королю жезлов очень стремительно, да, вел себя как завоеватель, которому вы очень сильно нужны. Это был харизматичный человек, он прилагал усилия, ну, был, да, был
у него было такое поведение, вот так можно сказать. Вот. И здесь мужчина рассчитывал на какую-то вашу девятку пентаклей, на какой-то ваш ресурс. На ваш ресурс. Вот, значит, еще кто вы для него? Вы для него остаетесь привлекательной королевой пентаклей. Сейчас общения нет из-за того, что произошла башня. Но королевой пентаклей, которая может одарить рубликом золотым. То есть здесь все про пентакли, мои дорогие. Кто вы для него? Вы для него мешочек с ресурсом, мешочек с пентакликами. Так или иначе, может быть разговор не о деньгах, может быть разговор о каком-то другом ресурсе. Иногда это бывает энергетический ресурс, чтобы самому начать зарабатывать. Потому что вы же знаете, что есть такая наставническая функция женщины, да, когда она просто, находясь рядом с мужчиной, говоря ему какие-то советы, как действовать, как не действовать, да, в определенных ситуациях, с каким человеком подружиться, какого обходить стороной, да, вот эти вот наши все ведьминские черты, да, вот включают любящая женщина и становится наставником для мужчины. Если он не дурак, он благодаря этим советам и ее нахождению рядом, да, в своем пространстве может начать очень лихо зарабатывать. Поэтому здесь у нас может быть как классический альфонс, да, которому действительно нужны ваши деньги, действительно нужна там ваша квартира или какая-то протекция по работе, да, вот. Так и человек, который нам говорит о том, что вы его материальный наставник, и благодаря вам денежки, да, приходили в его жизнь, и он вас так и видит. Женщина, с которой сейчас башня, двоечка мечей, да, но благодаря ей я эти денежки имел, я эти денежки получал. Хорошо. Кто он в вашей судьбе? Блок. Третья позиция, девочки, со стороны девчонок. Мужчина никто. То есть кто он в вашей судьбе? Никто. Так, ну, скажем так, вы его воспринимаете как какую-то финтифлюшку, которая, ну, попела вам песенки, играя на укулеле, с которой вы имели какие-то легкие взаимоотношения, потом эти легкие взаимоотношения ушли куда-то в никуда, случилась башня, и вы закрыли это все. Я бы сказала так, у вас произошло хорошее такое эмоциональное прогорание, назовем это так, и перегорание. Короче говоря, вы перегорели в его сторону и уже совершенно четко ставите какие-то точки и понимаете всю ситуацию. Я думаю, что вы вообще в принципе смотрите этот расклад, ну как-то, знаете, может быть для себя поставить точечки, объяснить себе что-то вообще, что здесь к чему. Но здесь уже все прошло, здесь уже ничего не болит, не горит, и вы абсолютно четко воспринимаете мужчину, он для вас абсолютно не зрел, непонятен, и все его вот эти потуги казаться настоящим мужчиной, они вам смешны. Вы над ним смеетесь, хорошо. А его значимость в вашей жизни? Угу. Ну, он спас вас от одиночества на какое-то время, я бы сказала так. Вы чувствовали себя, даже если вы и не одиноки, да, вы чувствовали себя колоссально одинокой женщиной. И вот этот мужчина, да, пусть он играл вами, пусть у него была финансовая заинтересованность в вас, но этот мужчина, он вывел вас из внутреннего отшельника, из такого деструктивного отшельника, токсичного отшельника, да, одиночества, которое вас убивало.
и окунул вас в какие-то воспоминания. Может быть, вы бегали на свидание, или, может быть, вы почувствовали себя молодой, да, потому что здесь идет такое, знаете, воспоминание прошлого, когда я была молодой, когда я была влюбленной, счастливой. Я бы сказала, вы пережили с этим мужчиной влюбленность, как в юности, влюбленность, как в молодости. И это дало вам какой-то новый импульс к жизни. Может быть, как-то вы себя по-другому увидели, осознали, да, что жизнь еще не кончилась, что вы еще что-то из себя представляете, что, как женщина, да, и что-то можете. Вот, значит, этот человек, он приходил ровно за тем, что уже произошло. Понимаете? То есть всколыхнуть в вас какие-то чувства вот этой юношеской влюбленности, вырастить крылья за вашей спиной, изменить гормональный фон, может быть, вы вообще помолодели. Здесь карты молодости, да, идут, обновление какого-то. То есть, может быть, у вас произошло клеточное обновление, вы помолодели, глаза заблестели, да, гормончики какие надо выделились наши женские. И пошла дальше. Вот так. Вот его значимость. Она не такая большая, минимальная, я бы так сказала. И очень хорошо, что у вас все уже перегорело, и вы уже не болеете этим человеком. Ну, дорогие мои, вот такой сегодня получился разбор. И я надеюсь, что вы получили свои ответы на вопросы. А я благодарю вас за ваше внимание. И, как обычно, хочу пожелать вам только одного. Встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.